Девчули, всем большой-большой привет! Сегодня у нас в меню колечки. И, как вы видите, мне захотелось надеть все нарядное сразу. Не ругайте меня за это. Я уже сняла видео на это и это колечко из бисера. Ссылка на них в описании под видео. А сегодня мы с вами будем создавать вот такое объемное кольцо из бисера и беконусов. Мне оно очень нравится, я часто его ношу и сочетаю его как с вечерними праздничными нарядами, так и с повседневной одеждой в тандеме с другими украшениями. Нам понадобится 4 штуки стекляруса, беконуса 12 штук, одна бусинка 3 мм и самый обычный чешский бисер номер 10, а также нить для бисера. Итак, берем рабочую нить длиной около 90 сантиметров и на иголку набираем 1 стеклярус и 2 беконуса. Все это дело опускаем на конец нити и проходим иголкой еще раз через стеклярус и 2 беконуса. У нас получилось замкнутое колечко. Обе ниточки мы завязываем в узелок. Затем я прохожу через один беконус. Сейчас ниточка у меня между двумя беконусами. И набираю на иголку один беконус и стеклярус. И прохожу через этот же беконус с другой стороны. Затем вхожу в последний набранный беконус. У вас должен получиться вот такой вот треугольничек из 3 беконусов. Далее я опускаюсь вниз по стеклярусу, подтягиваю плетение, чтобы оно не было расхлябанным. Затем набираю 2 беконуса и вхожу в этот же стеклярус с обратной стороны. И снова выхожу через первый набранный беконус. Вот так. Ниточка снова между двумя беконусами. Снова набираю 1 беконус и 1 стеклярус и прохожу через этот же беконус с другой стороны. И выхожу через последний набранный беконус. У нас получилось уже 2 треугольничка из беконуса. Снова опустилась по стеклярусу вниз, и далее мне нужно сделать еще 2 треугольничка из беконусов точно таким же способом. Третий треугольничек готов. Остался еще один. На данном этапе работы вам придется постоянно подтягивать плетение. Далее мы его укрепим. Вышли иголкой через первый набранный беконус, набираем еще один, и далее нам нужно наше плетение сомкнуть. Для этого мы проходим через первый набранный стеклярус, там где у нас узелок, и снова входим в тот беконус, из которого у нас идет рабочая нить с обратной стороны. Посмотрите, наше плетение сомкнулось, и рисунок плетения нигде не нарушился. Посмотрите, рабочая нить выходит из среднего беконуса, и далее мы уходим в боковой. Вот такое вот плетение должно получиться, если вы все сделали верно. И далее мы проходим
через стеклярус к центру для того, чтобы оформить сердцевину кольца. Набрали бусинку 3 мм и проходим в противоположный стеклярус, тот, который сразу вот напротив того, из которого мы только что вышли. Снова хорошенько подтянули рабочую нить. Вот такой вот прекрасный узор получается. И сразу уходим в первый ближайший биконус. Затем набрали один бисер 10 размера и проходим следующий биконус по кругу. Далее уже набираем 3 бисеринки и проходим следующий биконус. Далее у нас маленькое расстояние, это значит 1 бисеринка. Вот так. А далее большое расстояние между биконусами, значит набираем 3. И так далее по кругу. Набрали последние 3 бисеринки. Центральный узор кольца полностью готов. Посмотрите, что у вас должно получиться. Вот такая вот красотень. И теперь нам нужно сделать, конечно же, ободок кольца. Мы по ходу плетения выходим к любым 3 бисеринкам. Проходим еще раз через все 3. Вот так. Далее мы набираем еще 3 бисеринки и проходим через этот же столбик с другой стороны сверху вниз. Через последние набранные 3 поднимаемся вверх. Набираем еще 3. Проходим через предыдущий столбик снизу вверх. И по последним набранным опускаемся вниз. И вот таким вот довольно простым способом мы плетем нужную нам длину ободка кольца. Мой ободок готов, и я делаю финальную примерку. Итак, длина то, что надо. И далее мне остается сомкнуть плетение. Что я делаю? Берем колечко вот так между пальчиками и проходим, если рабочая нить выходит сверху, то сверху вниз через противоположные 3 бисеринки. И снова входим те, из которых только что вышли. Вот это вот место между первым и вторым столбиком нужно хорошенько укрепить, поэтому нужно пройти по кругу 2-3 раза. Вот так. Здесь я делаю закрепляющий узелок между 2 столбиками, чтобы его было максимально не видно. И далее ухожу в плетение. Я прохожу через любые бисеринки, через абсолютно любые, для того, чтобы увести рабочую нить подальше от узелка и обрезать ее. И вот наше шикарное колечко полностью готово. Согласитесь, ничего подобного в магазине купить просто невозможно. Этот шедевр бижутерии может быть создан только
вашими ручками. А для создания следующего шедевра я жду вас в следующем видео. Всех люблю, всем пока!